Вітання всім! Сьогодні ми спілкуємося із героєм України. Це Дмитро Кушнір. Радий знайомству. Дякую. Хотів би почати нашу розмову з того, що звання Героя України, як мені здається, воно накладає певну відповідальність. В першу чергу на вас. Відповідальність перед Україною, перед українським народом. Скажіть, чи відчуваєте ви цю відповідальність і чи мотивує вона вас? Прежде всего, у каждой профессии есть свой герой. Будь то медик, будь то учитель, будь то слесарь. В каждой сфере есть свои герои. Если брать на сегодняшний день, сегодняшний момент, герой Украины, если брать меня, это военная сфера, это то, чем я живу, это то, чем живут мої ребята і моє підрозділення. Ви на фронті з 2014 року. Потім з 2018, якщо не помиляюся, ви опанували професію снайпера для себе. Так, в 2014 году, когда началась война, я был в Луганском пограничном отряде, где сейчас в данный момент прохожу службу. И та война, которая началась в 2014 году, и та война, которая началась 24 числа февраля, это совсем две разные войны. То, что в 2018 году, это уже был какой-то промежуток времени, где я мог подготовиться, где я мог чему-то научиться. И поэтому я решил пойти в взвод снайперов и в дальнейшем обучаться этому ремеслу. Фанат, полез. Искать жертву. Ага. Не так давно ви, як начальник розвідки, ви прийняли рішення про штурм позицій вагнерівців. І ви це робили в 5, якщо я не помиляюся, призвело до великих втрат противника. Можете розказати про цю ситуацію? Если брать с самого начала, это середина нашей каденции в Бахмуте была. То есть это уже развитие событий были очень громкие. Если в начале декабря, когда мы заехали в Бахмут, 20 декабря, это все как-то было пассивно. Штурмы были со стороны Вагнера, со стороны противника, но они не были в городских умовах, грубо говоря. Где-то со середины нашей каденции, мы там были 3 месяца ровно, Вагнер уже подошел в жилые дома, в дачные массивы. На тот момент с моего подразделения осталось только 5 человек. Остальные 300-200. Наша позиция называлась «Перемога». Очень хорошая позиция, она очень сильно держалась. Они ее не могли пробить. Буквально около месяца они не могли зайти на наши позиции, потому что наш подроздел стоял там очень сильно. Мы очень сильно окопались, повыставляли все огневые точки правильно. И очень было тяжело. Она изначально, противник принял решение пробить сначала тероборону, которая находилась по соседству с нами. У него это вышло. И потом, пробив тероборону, зашла на наши позиции уже со фланга. Малая группа, которая зашла, которую мы видели, она уже зашла в дома дачных массивов. И особо времени уже не было ждать. И я принял решение штурмовать эти позиции Вагнера. Піти в контрнаступ, грубо кажучи, так? Да. Я уже знал, где они находятся, но я не знал, в каком количестве они там есть. То есть они за ночь, не в основном ночью, передвигались. Они за ночь подтянули очень много живой силы. В 8 часов вечера я рассказал ребятам уже перед тем, как мы уезжали на штурм, что нужно делать и как нужно делать. Соответственно, у меня была винтовка с ночным прицелом. И мы зашли на улицу. Мы сделали немножко по-хитрому, и мы немножко учитывали те действия, как работает сам Вагнер. Вагнер заходит на наши позиции, выбивающие их, закрепляется в домах, берет 2 точки, 2 дома, и уже, соответственно, подтягивает туда живую силу, БК и все остальное. Мы это знали, мы это учитывали. Я своему подразделению сказал, что мы не пойдем им прям в фронт, в лоб, мы их немножко обойдем. Зайдем на ихнюю сторону, в тыл,
и оттуда попробуем их уже выбивать. Так и получилось, что они не ожидали этого. Они совсем не ожидали, что их будут штурмовать. Почему? Потому что это был первый штурм, который на них обрушился. И они не понимали, сколько людей штурмуют, как штурмуют, откуда они подходят и почему они уже в тылу. То есть это их чуть-чуть сбило. Мы работали с бесшумным прибором ПБС. Мы взяли с собой очень много гранат. Взяли с собой очень много зарядов на РПГ. То есть каждый боец, помимо автомата и своего БК, брал с собой минимум 12 магазинов, 10 гранат, и плюс у каждого был либо пулемет с собой, либо РПГ. Это у каждого было. И мы попробовали этой силой выбивать их. Как мы заходили в эти дома с ночными с тепловизорами. У нас были тепловизоры, ночники. То есть мы заходили туда, они не выставляли свои СПшки изначально, то есть они отдыхали просто. Чтобы вы понимали, в доме они отдыхали, по человек по 10, по 15. Мы их закидывали гранатой и также передвигались из дома в дом. Значит, крайняя хата, которая была, сейчас снимают с Перемоги 4. Фикса полностью с группой зачистил ее полностью. Я помню. Поки що тебе не наблюдаю. У мене тут обзор не дуже великий. В окопах, блядь, заскочили только что. Взрывается БК. То, что они поняли, что их штурмуют, они начали в суете убегать и убегать в разные стороны. И на свою сторону уже, которую они завладели, и на нашу сторону. Это нам помогало. То есть у них не было глаз ночных, они бежали просто вслепую. И я, соответственно, с винтовки их аккуратненько всех отправлял куда нужно. И мои ребята делали то же самое. Выбив их полностью с улицы, мы взяли 3 вагнеровцев, 3 заложников. Один был с них 300-й, второй был здоровый, и 3-й был 300-й, но не передвигался. Он не передвигался и попытался достать гранату. Мой начальник отделения позывной Фикса это увидел и аккуратненько его послал на тот свет, дабы спасти хлопцев своих. После чего, после зачистки этой улицы, мы закрепились на этой улице. И по словам Вагнера, который попал в плен, на этих позициях плюс-минус было 90 человек. С этих 90 человек остался, наверное, один живой. И плюс 300, который второй товарищ, по его словам. Це ви зробили в 5. 5 человек у нас было, да. То есть этот бой длился с 8 вечера до 4 утра. Этот весь период мы штурмовали их позиции. Аккуратно, ступеньки перед тобой. Заходи, заходи. Що ви відчували саме в момент прийняття рішень? Тому що це досить, ну сказати, що це ризиковано, це нічого не сказати. Особо ощущение, я боялся за ребят своих, потому что в моей команде были молодые ребята, по 20 лет, по 19 лет. Были опытные ребята. Я боялся больше всего, что у нас какие-то будут потери. Если будут потери, то я буду прекращать операцию и буду уже вытаскивать либо 200-х, либо 300-х своих. Ну, плюс-минус так и получилось. Мой один боец получил осколочное ранение в глаз, то есть он вышел со строя. Мы остались вчетвером, грубо говоря. Мы эвакуировали его и сами дальше начали продолжать, потому что это уже была каденция нашей операции, ее нужно было заканчивать. Мы вчетвером ее закончили. Ну, історія якась насправді на грані фантастики. І слава Богу, що все склалося так, як склалося. Как различить
по жетону ваших руководителей. Кашник — это тот, кто с тюрьмы. Буква К на медальоне — это те, кто с тюрьмы. С тюрьмы. Дальше. Буква А — Буква это А. те, кто с воли. Буква А — это просто гражданские, которые они, то есть контрактники, я так понял, они не сидевшие, они просто на контрактной службе. Да, Это буква да. А у них, да? Да. Дальше. А вэшники это вообще спецназовцы. Как инструктора, они самые главные, там, спецназовцы сколько-то служили. Буква В на медальоне — это инструктора, это самые главные люди, которые находятся у вас вообще на Да. подразделениях Российской Федерации и наемных сил. Я тебя услышал. Хотів поговорити більше про вашу роботу снайпера саме. От, на вашу думку, якою має бути підготовка снайпера? Что такое снайпер? Снайпер — это тот человек, это одинокий человек. Если брать книги еще Советского Союза, там много пишется про работу снайпера и много чего лишнего пишется, и много труда. Человек, который хочет стать снайпером, он много прилаживает труда, чтобы это сделать. В современной войне это можно половину отчеркнуть. Если у тебя есть хороший второй номер, то это 99% успеха. Если у тебя нет второго номера, то это плюс-минус успех, но уже на 60%. Почему? Потому что если брать снайперские бои в Бахмуте, это в городских условиях, либо в промке, то это на расстоянии минимум 100 метров. У меня было расстояние, где я работал 18 метров. То есть люди, которые мотивируются тем, что им говорят про снайперов, и идут они туда, они просто не понимают, что снайпер — это тот человек, который не может, по книжке он может работать на расстоянии там около 1000 метров, 800 метров. То есть он засел, замаскировался, его никто не видит, и он работает аккуратненько, тихо, и у него работа получается. Мы это читаем, мы это знаем, это имеет право на жизнь. Но если брать городские, еще раз повторюсь, условия ведения боя или условия в промке, промзона, которая заводская, то это не работает. Тут нужно уже группироваться, тут надо уже, чем быстрее ты осознаешь, где ты находишься, что возле тебя, где враг, где он может выйти, где он может не выйти, это спасет твою жизнь и твоих товарищей. Что по ситуации в Бахмуте? Пидоры зашли уже в промку. Стараемся сейчас их выбить. Они закрепились сегодня ночью. Моя разведгруппа зашла сегодня с утра и пытаемся штурмовать их позиции. Это хуже, чем, наверное, Сталинград. Это вот эти заводы, это промки такие. Это промышленные зоны, которые все уже уничтожены. То есть, если брать ситуацию моей работы в промке, то это было тоже впервые и тоже на каком-то непонятном, как правильно объяснить, энтузиазме. Вот. Я хотел поработать, я поработал. То есть, я еще раз говорю, случай был такой, они зашли в промку, выбили нас с нашей точки огневой и уже, соответственно, передвигались на другую точку нашу огневую, постепенно выбивая и постепенно закрепляясь. Мы приняли тоже решение зайти опять же с тылу, опять же неожиданно. И на расстоянии 18 метров я начал работать. И основную штурмовую группу, которая составляла 8 человек, это по моему предложению, я уничтожил 6 в эту ночь. И тероборона, которая стояла в соседних точках, уничтожили одного и одного трехсотеля. То есть эту всю группу штурмовая, которая зашла сюда в промку, мы практически ее уничтожили. После чего по перехвату, еще раз говорю, мы слышим, что работает рота снайперов профессиональных, либо взвод. То есть они рассказывают друг другу, что мы не можем пройти.
У нас много жертв, вот и все. Працюємо, працюємо! Поэтому пограничники показали себя в боях достойно, даже где-то лучше, чем Збройні силы Украины, даже где-то лучше, чем добровольческие какие-то батальоны. Мы это увидели. Мы увидели, как пограничники сражаются, как пограничники штурмуют, как пограничники уничтожают бронетехнику, самолеты уничтожают. Это все касается моего подразделения. И на этом примере я хочу сказать, что не нужно бояться. Если у тебя есть враг, то врага нужно уничтожать. А как ты это сделаешь, хорошо либо плохо, это все зависит уже от самого себя. Здесь полностью все. Сепаратник горит. БК взрывается. Полностью зачистили сепаратистский лагерь. МТЛБшка. А в основном наш украинский народ, он просто-напросто, у него сейчас, он дошел до такого состояния, до такого, как правильно сказать, образцового, да, что на данный момент, я считаю, самый лучший народ – это украинский народ. Те люди, это женщины, это дети, это бабушки, это старые люди, да, находятся в таком состоянии, что ты воюешь, допустим, на войне, но они воюют тоже здесь. Вот. И они помогают, чем могут. Это видно. Это видно. И большое спасибо им, нашему украинскому народу, потому что без него, в первую очередь, мы, военные, бы не справились бы с какой-то агрессией. Думаючи о том, что у нас такие красивые дети растут, у нас родители, у нас дети свои, у нас какое-то будущее есть. Это все очень хорошо мотивирует, в первую очередь. И поэтому нужно большой низкий поклон сделать нашому українському народу. Це чесно. Можете ще щось побажати нашим прикордонникам, ну і загалом українцям, звісно. Что касается наших прикордонников, я хочу обратиться в первую очередь к офицерскому составу, к лейтенантам, к старшим лейтенантам, тем молодым людям, которые только начинают брать и руководить тем самым подразделением, которое им дается. Нужно проявлять очень много уважения, нужно стараться где-то хвалить людей, которые находятся рядом с тобой, в твоем подразделении. Нужно самим же собой мотивировать их, чтобы они смотрели и на этого офицера и шли к этому, к хорошему, к чему-то, к какому-то стержню, которым вот тобой руководствует.
Чтобы они знали, что это начальник твой, чтобы они знали и понимали, что в любой момент он будет с тобой, он его не бросит. Я своей разведкой показал, что мы не хуже, чем Збройные силы, да, разведки. То, что мы можем, то, что мы хотим это сделать, и у нас это получалось. И получалось довольно-таки серьезно. Я просто хочу, чтобы люди слышали разведка Державной прикордонної служби, і вже вони розуміли, яке це серйозне підрозділення. Друзі, Дмитро Кушнір, Герой України. Честь для мене сьогодні з вами тут сидіти і спілкуватися про такі Дякую. речі. Дякую вам. Дякую вам.